Привет всем! Для сегодняшней самоделки мне понадобится две молнии не короче 80 сантиметров, в идеале с двусторонним бегунком. Лента-липучка, одна сторона которой с клеевой основой для приклеивания, та что с крючками. Кудрявая сторона без клеевой основы для пришивания. Ножницы. Прочная москитная сетка черного цвета. Липкую ленту на клеевой основе приклеиваю по всему периметру входа в багажник своего автомобиля, прямо на пластиковые элементы отделки салона, предварительно обезжирив их с левой и правой стороны. В верхней части, где пластиковые элементы отсутствуют, креплю ленту на небольшие саморезы прямо к кузову автомобиля. В этом случае я использую ленту без клеевой основы, дабы в дальнейшем не загадить весь потолок. Отмечаю рулеткой максимальную ширину дверного проема, получается ровно 110 сантиметров. В моем автомобиле имеется комфортный спальник, поэтому разметку буду осуществлять прямо на нем. Раскладываю сетку, выравниваю, места для этого предостаточно. Рулеткой отмечаю 110 сантиметров, плюс 4 сантиметра на загиб при прошивании. Белым маркером отмечаю место отреза. Рулеткой посередине отмечаю максимальную высоту дверного проема багажника. В моем случае от потолка, где приклеена лента, до начала спальника. Белым маркером отмечаю высоту на сетке с одной и с другой стороны. Отмечаю 114 сантиметров в верхней части. Складываю сетку по линии отреза и хорошенько разглаживаю. Ножницами отрезаю в нужном месте. Идут как по маслу. Беру отрезанный прямоугольник и сажусь за швейную машинку, на время превращаясь в швею-мотористку. Пришиваю по краям замки и липучки. Шью. Еще раз шью. Вот такая красота получилась. С правой и с левой стороны прямоугольника я пришил молнии. В нижней части пришил липучку, та что с крючками. Так как мой спальник обит ковровым покрытием, липучка легко к нему приклеивается. С левой стороны также нашита молния. В верхней части сетки пришита лохматая часть липучки, которая будет клеиться в верхней части багажника. Приклеиваем и смотрим, что получилось. Верхняя часть приклеивается к верхней части багажника, нижняя часть крепится, цепляя за ковровое покрытие. Далее нужно изготовить боковинки. Берем остатки сетки, отмечаем ту же самую высоту, что и центральная часть, и примерную ширину с запасом. Пришиваем к замку с двух сторон. Вот что у меня получилось. Опять иду к автомобилю и креплю центральную часть. Боковые отрезки слегка натягиваю и креплю к липучей ленте. Она легко цепляется за крючки. Хорошенько все подгоняю и разглаживаю. Белым маркером отмечаю линию, по которой будет пришиваться вторая сторона липкой ленты, с одной и с другой стороны. Далее ножницами отрезаю по линии с запасом на подгиб. Хорошие ножницы, идут как по маслу. Опять сажусь за швейную машинку. Шью, еще раз шью. Устанавливаю лапку для прошивания замков, для прочности и надежности. По краям пришиваю липучки. В итоге вот что у меня получилось. В верхней части пришил еще один кусок ленты для регулировки натяжения по высоте. Креплю ленту на свое место. Нижнюю часть проклеиваю вдоль верхней части спальника.
Креплю боковые элементы и, соответственно, верхнюю часть. В итоге получилась вот такая москитная сеть, которую даже вблизи тяжело рассмотреть, но это не мешает ей спокойно пропускать воздух в салон и задерживать насекомых, для которых вся эта конструкция и была создана. Сетка не препятствует свободному доступу к рундукам, находящимся в спальнике. Они свободно открываются и закрываются. В транспортировочном состоянии и для доступа в салон замки расстегиваются, центральная часть скручивается и крепится в верхней части багажника. В крайнем случае ее можно полностью убрать, просто сняв с липучек. Теперь отдыхать внутри салона автомобиля стало еще комфортнее. Можно распахнуть двери багажника и не ощущать дискомфорта от домогания назойливых насекомых. Всем приятного отдыха. Пока.